Меня зовут Юля, добро пожаловать на наш Саши канал. Если вы видели предыдущие наши видео, то вы знаете, как мы любим домики. И вот в этот раз мы решили сделать хлебницу в виде домика. Саша заранее распилил доски, их размер я оставлю в описании. Так как струбцин у нас нет, Саша смастерил такое вот устройство из реек для склеивания досок. Раньше по такому принципу укладывались деревянные полы. Как и обычно, используем столярный клей-момент. Это самая большая деталь, пол для нашего домика. Используем сосновые доски шириной 9,5 см. Колышки помогают прижать доски плотнее. Для стен используем доску 14 см в ширине, это лиственница. С помощью сверла и лобзика Саша сделал отверстие под окна. С помощью болгарки сделал имитацию бревен. И теперь можно собрать все детали на столярный клей. Очень выручили струбцины, купленные на Алиэкспресс. Покупала их в разделе «Одна цена» за 4 штуки 370 рублей. Клей очень надежный, но подстраховка саморезами не помешает. А чтобы доска не лопнула при закручивании самореза, необходимо предварительно сделать отверстие сверлом. А накладка, имитирующая бревна, позволяет удачно спрятать саморезы. Пришел черед собирать крышу. Так как для распила деталей у нас есть только электролобзик, которым практически невозможно сделать идеально ровный распил, пришлось серьезно доработать эти треугольные детали. Они должны быть идеальными, чтобы крыша плотно прилегала. Детали крыши склеиваем таким же способом, как и детали пола. Заднюю часть крыши необходимо зафиксировать на клей. А передняя часть крыши будет держаться на петлях. С помощью обычного канцелярского ножа Саша делает врезку под петли. Мягкая древесина сосны позволяет это сделать. Можно сказать, у Саши уже большой опыт по врезке петель. Мы делали петли на нашей мини-теплице из фоторамок и для кофебара.
Крышу необходимо доработать, чтобы в ней не оставалось никаких отверстий. Для этого Саша приклеил декоративный брусок. Такие бруски продаются в Leroy Merlin. Толщина 11 мм и ширина варьируется. У нас 19 мм. И какая изба без печи? Трубу для которой Саша выпилил из цельного бруска. Рамы для окон сделаны из палочек для макраме. Ширина сторон их 5 мм. Двери и облицовка окон сделаны из деревянных шпателей. Для покраски нашей избушки выбрали специальное масло, которое после полного высыхания безопасно для контакта с пищевыми продуктами. Цвет дуба антик. Уже очень красиво, но осталась все-таки одна маленькая деталь. Необходимо вставить стекла в наши окошки. Для этого будем использовать оргстекло из пластика, он же PET. Этот материал очень прост в работе, его можно резать даже ножницами. К тому же PET гораздо прочнее стекла и, если верить исследованиям, не выделяет никаких вредных веществ. Готов очередной проект для украшения нашего семейного гнездышка. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много проектов. До новых встреч!